Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм. И сегодня у меня вот такая работа. Что это такое? Это сетка. Да, это сетка-кофта. Причем она короткая. И в основном это, конечно, просто рукава. Меня попросила моя внучка, увидела свою подружку в такой кофте. Сделала фотографию, выслала ее мне и сказала: баба, я хочу срочно, вот мне срочно надо вот такую кофту. Кофту подружка купила за очень дорого, не за 1000 рублей. Вот. А мне сдали задание связать. Что я и сделала. И делюсь этим видео вместе с вами. Может быть, вам тоже захочется связать, когда внучки ваши увидят такую красоту. Нам, может быть, этого не понять, старшему поколению, но дети есть дети. Вот такие квадраты ажурные. Как они вяжутся? Просто. Давайте смотреть. У меня вот такие ниточки. Это у меня пехорка успешная. 220 метров 50 грамм. То есть, если вы будете брать 100-граммовые, то это будет 440 грамм 100 грамм. Обязательно нужно взять 2 нитки. Да, это толстая. Но для нашего вязания, для того, что я хочу вам показать, нужна именно толстая пряжа. Иначе наши клеточки не получатся. А у нас ажурные клеточки для красивой формы необходима именно толщина. Крючок у меня 3,25. Делаем колечки. Вяжем 1, 2, 3, 4. В первую воздушную петлю вкалываем крючок и вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Нам нужно набрать, конечно же, по объему, необходимому для каждого из нас, раппорт узора 2,5 колечка. 2,5. То есть на 46 размер я набираю 50 колечек. 50. Выравниваю все вязание, чтобы оно смотрело все в одну сторону. То есть внизу у нас воздушные петли, вверху столбик с накидом. Почему я вяжу на 46-й? Меня попросила связать внучка. Она носит, конечно, 40-й, худая, но сейчас же очень модные широкие модели. Поэтому мы присоединились в кольцо. Еще один соединительный столбик. Будем считать, что это у нас половинка колечка будем вязать. 10, нет, даже 20 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Делаем 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5. Внизу это у нас половинка. 1, 2, просчитали. Между колечками провязываем столбик с 5 накидами. Это наш первый квадрат. Вот он такой будет. Вот он. И идем дальше. 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитываем 1 колечко, 2 колечка и половинку. Половинку. Вот такими квадратами, да, большими, да, ажурными будет наша вязаться кофточка. Вот такие квадраты. Супер модная сейчас. И цвет очень популярный. Весь круг вяжем вот такими квадратами. Потом идем дальше. Я провязала первый ряд. Вот такие большие квадраты. Немножко теории. 50 колечек мы набирали. Из них получилось 20 квадратов. 2,5 колечка – это раппорт узора. Размер от 40 до 46, достаточно большой, еще и растянется. Почему такой размер? Это сейчас модно, широкие вещи. 10 воздушных петель, и вот наше воздушное начало было 20. Наша задача найти центр из этих 10 воздушных
и соединительным столбиком соединить наш первый ряд. Вот он у нас. Теперь, если у вас задача, я связала несколько кофточек с большим телом, а теперь у меня задача связать с маленьким телом, то есть рукава, в основном рукава. То есть один ряд я связала по кругу, теперь 10 ячеек я буду вязать туда и обратно 3 ряда. Туда и обратно 3 ряда. 10 это у меня спинка, 10 потом отдельно, это будет перед. Вяжем все точно так же. 20 воздушных петель набираем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11. Так, что такое у меня? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Разворачиваем вязание в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. И тут уже все просто, да, у нас уже все определено. В столбик вяжем столбик. Вязание простое, абсолютно. Но попросила внучка, да? Вот наш квадрат. Вяжем туда и обратно 3 рядочка. 3 вот таких рядочка. Я провязала от начала, смотрите, разделение 1, 2, 3 ряда туда и обратно. И еще 3 клеточки. Это у меня будет плечо. 3 клеточки, это уже 4-й ряд. Плечо пропускаем 1, 2, 3, 4. 4 клеточки. У нас же 10 клеточек. 4 клеточки пропускаем. И вот еще 1, 2, 3 мы вяжем самостоятельно. То есть там ниточку пришлось отрезать. Как без этого? Сюда мы подвязываем ниточку. Причем, смотрите, подвязываем побольше, чтобы потом можно было ее спрятать. А прятать ее нужно в цепочке. То есть ниточка должна быть побольше. Здесь сложно с спрятанием кончиков. Вот. Для этого нам понадобится потом еще клей-момент бесцветный, чтобы кончики склеить. Здесь все тоже точно так же. Мы набираем 20 воздушных петель. Вяжем 1 квадрат, 2, 3, ниточку отрезаем. Это у нас будет спинка. Спинка перед будет одинаковой, без ростка. Такая тут моделька. Потом связали плечо. И ровно с того места, с которого у нас начинается спинка, вот в это место привязываем ниточку и начинаем вязать перед 3 рядочка. 3, не путайте, плечи. Я покажу, как вязать. Их сами не вяжем. Просто с этого места, там, где у нас уже спинка привязана, начинаем вязать 1, 2, 3. Плечи вместе будем вязать. Я провязала вторую часть, 10 своих клеточек. И теперь мне нужно связать плечо. 3 рядочка провязали, это уже 4-й. Вяжем, набираем 10 воздушных петель. Вот у нас перед нами есть плечо спинки, например. 10 связали. Смотрим, где у нас тут центр, 10-я воздушная петля, и соединяем с ней. Можно связать отдельно и потом соединить, но получается некрасиво. Соединяем по факту. Провязали 10, разворачиваем вязание в ту сторону, в которую нам удобно, и вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, даже не 10, а 9. 9. Смотрим наше плечо. Вот оно. Это плечо, связанная спинка. Соединяем. Набираем 1, 2, 3, 4, 5 накидов. И ищем нашу вторую половинку не связанную. Вот.
Сейчас покажу, что должно получиться. То есть мы с вами соединили, вот у нас плечо, вот, с той стороны 10 воздушных петелек, соединили, 10 воздушных петелек соединили и снизу провязали наши столбики. Теперь также нам нужно соединить по центру всех наших узелочков, вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять смотрим наше плечо, которое уже готово. Присоединяемся к нему. Что у нас получается? Вот у нас получается на плече 2 воздушные арочки, столбик вниз пошел. 2 воздушные арочки, и нам нужно найти следующее место. Здесь мы уже соединили, здесь соединяем. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем столбик. То есть мы вяжем плечо и одновременно соединяем с тем, который уже у нас есть. Чтобы было меньше швов и чтобы было меньше вот этих всяких веревочек, которые потом нужно сложно соединять. Вот. Мы с вами провязали уже 2 квадрата, соединили, 10 воздушных петель соединили, 10 воздушных петель соединили и связали вниз столбик с 5 накидами. Вторую клеточку сделали, у нас осталась последняя. Мы ее соединяем с этой стороны и подвязываем здесь. Вот. 10 воздушных петель вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединяем с третьим квадратом спинки плеча и делаем столбик 1, 2, 3, 4, 5. Снизу поднимаем столбик с 5 накидами, провязывая. У нас получилось, смотрите, вот плечо. Вот они сдвоенные у нас воздушные арочки, это плечо. Вот. И уже идет вырез горловины. А с другой стороны у нас будет вязаться рукавчик. Вот здесь надо ниточку отрезать, тут ничего не сделаешь, отрезали ниточку. И точно таким же способом, вот у нас плечо есть с одной стороны, с другой стороны мы находим наши 3 клеточки последние. В этой сетке, да, сложно разобраться. Вот 1, 2, 3. Вкалываем крючок вот сюда и начинаем вязать 10 воздушных петель. Соединяем. Так вот наглядно сделаем. Внизу не провязано, вверху провязано. 10 воздушных петель провязали, соединили. 10 воздушных петель соединили. Вниз опустились вот за этот столбик с 5 накидами. Делаем столбик и опять вверху вяжем. Опять столбик, вверху вяжем, столбик. Все. И начинаем вязать рукав. Там тоже есть свои нюансы. Смотрим. Сшили второе плечо, присоединили воздушными арочками наши квадраты, связали. Набираем также 20 воздушных петель. Это у нас любой квадрат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5. И начинаем вязать рукавчик. Вот он у нас рукав. Квадраты все выделены, все уже у нас здесь есть. Провязываем столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5.
И так вот по очереди провязываем все наши квадраты. Единственный, раз, два, три, четыре, пять нюанс. Там, где у нас подмышка, там нужно немножко по-другому провязать. Сейчас мы к этому моменту подойдем, и я вам покажу. Вот, мы подходим к тому моменту, вот смотрите, когда у нас здесь подмышка. Не вот такой ровный квадрат, а вот такой у нас треугольничек будет. Связали квадрат, теперь набираем 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем как бы ромб у нас получится. Вот. Здесь у нас квадрат, здесь у нас ромб. Это там, где подмышка. А все остальное вяжем также квадраты. 1, 2, 3. Все точно так же. И у нас получится с вами рукавчик. Вот первый ряд рукавчика я провязала. С ажурами, да, на самом деле не так легко, как кажется. Все так сложно. Соединяем, помните, да? Вот у нас было 20 воздушных петель. В самый центр соединяем. Вот квадрат. Теперь опять набираем 20 воздушных петель и вяжем дальше. Второй ряд мы с вами начали вязать. Здесь вот в подмышке один такой нюанс будет один раз. Все остальное вот у нас ромбик, да, был. 1, 2, 3, 4, 5. Мы по центру ромбика провязываем столбик с 5 накидами. Все, больше никаких нюансов не будет. Все время будут уже вот такие квадраты. У меня на рукаве получится 6 вот таких квадратиков. На любую ручку, я думаю, больше и не нужно. А если мы с вами ромб не вязали, тогда бы у нас получилось 8 квадратов. А это очень широкий рукав, который совсем не нужен на этой сетке. Вот, то есть вот такой вот нюансик. В первом ряду мы вяжем ромб, во втором мы просто-напросто по центру ромба провязываем. И дальше у нас все будет складываться замечательно. Будут вот такие квадратики, 6 штучек. Я провязываю 10 таких квадратов на рукав. По сантиметрам получается рукав сантиметров 60. Ну, так меня внучка попросила, она любит длинные рукава. А вообще можно просто измерить любую кофточку вашего ребенка и связать тот рукав, который вы считаете нужным. Вот. Провязываем рукав. Потом находим второй рукав. Вот он у нас. Вот такой широкий с одной стороны. Как уменьшить, я вам сейчас показала. Вяжем второй рукав. И самое главное, потом обязательно нужно прогладить кофточку, потому что иначе не будет формы. Нужно обязательно прогладить через мокрую марлю. Вот у меня такая получилась кофта-сетка. Я ее, конечно, прогладила через марлю, чтобы все наши квадраты выпрямились. Такого модного зеленого цвета, как сейчас любит молодежь. По большому счету это просто больше рукава, больше шрак, я бы так сказала. Расход пряжи грамм 50. То есть еще на одну кофточку хватит с тех 2 мотков, которых я начинала вязать. Такую вот идею попросила связать меня внучка. А внучки, сами знаете, такие, им уже не откажешь. Поэтому я решила связать и ей, и показать вам. Вдруг ваши тоже захотят малые связать себе такую кофточку. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Обязательно пишите комментарии. Нравится идея, не нравится. А что делать, когда просят маленькие детки, да? Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и смотрим видео вместе со мной. И вяжем нашим красоткам.